Надоело молчать о постоянном росте изнасилований, происходящих в последнее время. То, что произошло в Римени, насилие в Риме, социальный работник изнасилован в лагере мигрантов. Нравится вам это или нет, но это повышение связано с неконтролируемой миграцией. Видите, не только я так считаю. И так как цифры нельзя обвинить в расизме, я вам просто прочту эти цифры. Иммигранты составляют 8% населения и совершают 40% изнасилований. Озабочены ли политики этой проблемой? Отнюдь. Посмотрите на них. Все молчат. Ведомства отмалчиваются по этому вопросу. Феминистки, которые всегда на страже, всегда готовы броситься в пекло, лишь бы защитить женские тела от надругательства, все молчат. Потому что, по мнению левых, защищать изнасилованных женщин важно и нужно, если только насильник не мигрант. Потому что в иерархии левых иммигранты выше изнасилованных женщин. Так что нельзя ничего говорить. Что ж, тогда я спрошу у Лауре Болдрини, у депутатов, у женщин-журналистов, у актрис, у всех тех дам, которые собираются на площадях и рассказывают нам, что мы должны защищать женщин. Если не сейчас, то когда? Когда? Если не сейчас, то когда? Мы вас не слышим! Мы не слышим вашей поддержки! Мы не видим, как вы защищаете цивилизацию и женщин! Мы добивались этого сотни лет цивилизации и не хотим деградировать. И кто-то должен это сказать, и мы скажем это. На следующей неделе мы организуем огромную демонстрацию по защите прав женщин и безопасности в наших городах. И будем рады всем феминисткам. Сегодня я разошлю приглашение Болдрини и компании выйти на демонстрацию с нами. И будем надеяться, что у них не будет более важного шествия из-за того, что женщину назвали кондуктор, а не кондукторша. В мае 2016 года администрация Обамы издала рекомендации для школ, разрешающие школьникам-трансгендерам использовать туалеты и раздевалки согласно их гендерной идентификации. Но недавно администрация Трампа отменила рекомендации, сказав, что подобные вопросы должны решаться всем государством, а не насаждаться указами из Белого дома. Зак Петканас, старший советник Демократической партии, сегодня утром назвал президента Трампа монстром за отмену этих рекомендаций. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Знаете, я сторонник двусторонних дебатов, и я был удивлен вашим твитом. Давайте прочту. Я проснулся от ужасной боли из-за атаки администрации Трампа на беззащитных ЛГБТ-детей. Эти люди монстры. И вот я подумал, а Обама тоже атаковал беззащитных детей до того, как издал рекомендации? Ведь он их на 8-й год выпустил, значит, 7 лет назад он тоже издевался? Ну, понимаете, главное то, что он издал эти рекомендации. Давайте определимся, о чем говорим. Это рекомендации, которые снабдили школы, администрации школ просили их по весьма конкретным причинам. Они хотят создать более безопасное окружение для всех детей. Они хотят избежать судебных исков. Понимаете, вся нелепость поступка Трампа в том, что они забрали практические рекомендации для администрации школ, которые пытались создать безопасное окружение и избежать судебных исков. Ну, они есть в интернете, можно там посмотреть. Это не значит, что они отовсюду исчезли. И я по-прежнему жду ответа на вопрос. Администрация Обамы разрабатывала рекомендации 7 лет. Но стоит ли кого-то называть монстром за их отмену? То есть Обаме можно было ничего не делать? Я горжусь президентом Обамой за принятие решительных действий по защите этих беззащитных ранимых детей. И хочу сказать, что Дональд Трамп не только монстр, но и трус. Мы говорим о человеке, который настолько сильно подавлен Владимиром Путиным, что... Ясно, понял. Мы отходим от темы. Нет, он отрывается из-за этого на ранимых детях. Эти дети наиболее беззащитные в стране. Ладно,
я понял, все, давайте вернемся к сути проблемы. Все, больше не буду намекать, что Обама что-то не так делал. Давайте перейдем к науке, поскольку подобная политика выходит за границу туалетов и раздевалок. Проблема в том, как отличить мужчин и женщин. Ведь согласно рекомендациям, которые выпустил Обама, мужчина — это тот, кто сказал, что он мужчина, а женщина — та, кто сказала, что она женщина. Вы сами выбираете свой пол, ведь больше нет никакой биологической привязки к полу. Каждый сам решает, кто он. И возникает очевидный вопрос. Как мне определить, мужчина это или женщина? Есть ли какой-то абсолютный стандарт, определяющий, мужчина это или женщина, кроме того, что он говорит? Обычно гендерной идентификации достаточно, чтобы показать гендер. Но если вы сомневаетесь, допустим, ваш уровень просвещения, Нет, дело не в просвещении или морали. Это серьезный вопрос. Потому что все учреждения в Америке работают по принципу разделения полов. Женские колледжи, спорт, как профессиональный, так и любительский, тюрьмы. А вы мне говорите, что я могу играть за женскую команду, если скажу, что я женщина. Мы хотим сказать, что для государственных школ и ранимых детей, которые там учатся, выпустили рекомендации, о которых учителя, завучи и директоры давно просили, в которых объяснено, как создать... Вы не отвечаете на вопрос. Вы секунду назад говорили, но мы об этом и говорили. Нет, давайте немного вернемся. Вы сказали, что гендерная идентификация позволяет самому определить свой пол, правильно? Верно. Я же говорю, что для людей последствия будут колоссальны. Ладно, давайте так. Если ты сам выбираешь свой пол, то что мешает мне играть в женский хоккей с мячом? Что мешает после вынесения приговора требовать, чтобы меня посадили в женскую тюрьму? Это несерьезно. Почему несерьезно? Потому что это абсурдно. Почему же? Почему? Потому что нет подобных примеров. В смысле? В смысле подобных примеров, как вы говорите, как будто это дает возможность насильникам идти в женскую тюрьму. Я не так говорил, но вы это имели в виду. Ладно, я просто хотел узнать, какие тут стандарты. Я не предъявляю претензий, я просто хочу услышать ответ на вопрос. Есть ли какой-нибудь научный стандарт? Так как мы касаемся биологии, а это область науки, так какой научный стандарт? Вот я ученый, расскажите мне, мужчина вы или женщина, как узнать? Понимаете, подобные дискуссии лучше вести с тем, кто трансгендер. Пригласите его и побеседуйте. Не надо, я могу поговорить с вами, ведь решением подобных вопросов вы на жизнь зарабатываете. Простой вопрос. Мужчина вы или женщина? Я ученый, как узнать? Ваша гендерная идентификация определяет ваш пол. То есть кто-то, кто выглядит как я, как мужчина, сказать «я женщина» и требовать зачисления в женскую команду или колледж. Требовать кредита для женщин-бизнесменов. Это не шутка, это вопрос на миллионы долларов. Вы мне откажете, если я скажу, что я женщина? Понимаете, вопрос, который сейчас всем обсуждают, касается 9 раздела об образовании. Вовсе нет. 9 раздел об образовании создан для поддержки женского спорта. Так если я, очевидно, мужчина, скажу, что я женщина, смогу ли я сдавать женские нормативы и играть в женских командах? Не уклоняйтесь от вопроса. Я не уклоняюсь. Верховный суд рассматривает... Вы как считаете? Да. Безусловно, да. Гендерная идентификация определяется самостоятельно на данный период жизни. Это вопрос гражданских прав. А наука это подтверждает? Вы можете назвать хоть одного ученого, хоть одного, который скажет, вы можете самостоятельно определить свой пол? Хоть одного ученого. Я с радостью назову множество после ученого, который подтвердит, что пол можно выбирать самому. Настоящий ученый, который колледж закончил. Безусловно, вы хотите поспорить? Я задаю вопросы, на которые вы не можете ответить. А вместо этого бросаетесь, вы не просвещены. Я задаю серьезные вопросы. Есть ли наука? А вы уклоняетесь. Почему? Я не уклоняюсь. Этот вопрос морали, науки и какой науки? А расу тоже можно поменять? И не пропускайте этот вопрос. Это серьезный вопрос. Не, расу нельзя. Почему расу нельзя, а пол можно? В чем разница? Дело в том, кем человек себя ощущает. Понимаете? Да ну, а если ощущаешь, что другой расы, почему нельзя?
Ну, опять вы прибегаете к глупым сравнениям. Не глупые, серьезно, недавно не знали, что можно просто поменять свой пол. А вы говорите, это доказано наукой. Это не совсем так. У нас в стране очень серьезная поддержка трансгендеров. Вы так и не сказали, что такое трансгендер. Говорите то, что сами выберем. А опять вы о правой псевдонауке. Она не правая. Псевдонаука, да? Я дам вам $1000, если вы найдете настоящего ученого, биолога в аккредитованном американском колледже, который придет на шоу и скажет: вот научные данные, вот новинки биологии 2К17, скажи, какого ты пола и таким будешь. Да не найдете такого. Я не понимаю, почему вы не хотите ответить на мой вопрос. Да все отвечают. Замечательно. Так почему школы, которые просили рекомендации, чтобы создать безопасное окружение для всех детей, не должны их применять? Я бы сказал, что руководство уже есть. Его можно найти в интернете. И так как оно уже есть, правительству не стоит этим заниматься. Они должны сказать: вот оно, вы разрушаете аргументы, с которых мы начали. Если это так просто, то почему это вас так сильно заботит? К сожалению, время, честно говоря, это весело. Но вы приведите ученого, скажем, из Гарварда, и я дам вам косарь. И ни на кого не нападаю, просто интересуюсь. Все, время вышло. Рад был вас видеть. Ты приглашаешь феминистку на интервью о феминизме и показываешь пентхаус? Спасибо, что пришли. Прекрасно выглядите. Давайте будем вежливыми и позитивными. Всем привет, с вами Хосе. Сегодня с нами Дебора Мелнинг. Она феминистка из Соединенных Штатов. Добро пожаловать, Дебора. Спасибо, что пришли. Когда вы поняли, что хотите стать феминацией? Простите? Когда вы решили стать феминисткой? Вы сказали феминация? Нет. Вы считаете, что женщинам можно носить одежду, обнажающую их кожу? Ну, им можно носить одежду, которая оголяет их руки и ноги, но все, что между этим, не стоит. Это вызывает слишком много внимания к женским прелестям. И хватит заглядывать не под рубашку. Не кричи, там ничего не видно. Что бы ты хотела сказать феминации, которые смотрят шоу? Кому? Ты опять сказал феминация? Нет. Ты сейчас сорвешься. Все нормально? Все нормально. Ладно, милая, давай продолжим. Милая? Не называй меня так! Ты чего так быстро заводишься? Ты говоришь очень оскорбительные вещи. Что-нибудь дайте ей тампон. Все закончится быстрее, если ты успокоишься. Послушай, мне не нужна твоя помощь. Я никогда не слышал о твоем шоу. И мне казалось, оно довольно позитивное. Теперь я так не думаю. И не понимаю, почему? Почему я стараюсь быть вежливой и не ухожу отсюда? За деньги? Я просто пальцы растираю. Тихо! Не надо меня затыкать! Я не затыкаю тебя. Извини, если чем-то оскорбил. Давай успокоимся. Тебе объяснить, что такое феминизм понятным языком? Да, я же и спросил. Это первый вопрос был. Ты уже забыла? Ясно. Понятно. Я не знаю, стоит ли продолжать. Хорошо, хорошо. Мы можем поговорить о тебе, о чем ты хочешь, ведь это же самое важное. Знаешь, это похоже на какой-то дебильный розыгрыш. Тебе надо успокоиться. У тебя эти дни? У кого-нибудь есть тампон? Ну все, хватит с меня. У тебя есть свой? Ладно, успокойся, пожалуйста. Давай продолжим. Ты готова? А ты? Тампон на месте? Шучу. Вернись, пожалуйста. Да пошел ты. Я не буду говорить о подобных вещах. Вернись, ладно тебе. Мы скоро продолжим дисеминацию после очередной тампонной паузы. Итак, мы продолжаем с Деборой Мелнинг, экстремальной феминисткой. Давайте поговорим о женских журналах. Пентхаус? Это женский журнал. Ты показываешь мне Пентхаус? Ты пригласил феминистку на интервью о феминизме и показываешь Пентхаус? Хватит уже это. Ты просто доводишь меня. Поздравляю, у тебя получилось. Показываешь порнуху? Прекрасно. Где ты его нашла? Это что, розыгрыш какой-то? Это просто прикол какой-то дурной. Так, давай обсудим. Я не хочу говорить об этом журнале, это отвратительно. Женщины не отвратительны. Я не так сказала. Хватит объектифицировать женщин. Завидуешь, что она на обложке, это нет?
Ты меня достал. Офигеть, как весело. Согласен. Ты ничтожный маленький человек. Не хочу, ты меня обзываешь. Я же так не делаю. Вообще-то ты назвал меня феминацией 4 раза. Ну, тебе это неплохо подходит. Может, меня о чем спросить хочешь? Что касается тебя, я бы хотела... Где бы ты хотела меня коснуться? Нигде. Пожалуйста, без неуместных комментариев. Смотри. Допустим, твоя жена сказала бы, все, больше не буду готовить, мне это надоело. Что бы ты сделал? Завел бы новую жену. Подожди, немного надо обдумать это, потому что это... Мозг такой, да? Мозг такой, да? Такой маленький, ничтожный мозг. Не то, что у мужчин гигантские огромные мозги, они намного умнее. Думаешь, у женщин меньше мозги, чем у мужчин? Нет, это оскорбительно. Зачем ты так говоришь? Ты так сказал. Нет, ты что, не учил анатомию? Я перефразирую. Дана, я не Дана, я Дебора. Я назвал тебя свое имя 4 раза. Как ты думаешь, роботы победят и заберут работу у женщин? О каких роботах ты вообще говоришь? Вот, у меня тут есть робот. Это что, секс-игрушка? Я еще не открывал. У него есть рот, и этот робот забирает твою как женщина работу. Что ты об этом думаешь? Ну, понимаешь, я согласен, это плохая вещь, это зло. Я отвечу, только не маши у меня ветер перед лицом. Я не машу, она так работает просто. Кстати, это не женская обязанность удовлетворять мужчину. Хотелось бы, чтобы ты понял. Да чья это работа? Да любого, кто хочет, это не ограничено только женщинами. Подожди, у меня есть неоспоримый факт. Вот, не хочу трогать, это бесполезно для меня. Заменяет только женщин, все, дело закрыто. Ты приносишь в пентхаус секс-игрушку, машешь ей. Это не секс-игрушка, это робот. Хватит, это невозможно, это бред. Не хочу больше иметь с этим ничего общего. Слушай, феминация, тебе надо сесть и... Все, интервью больше не будет. Сядь поближе, поближе. Слушай, не хотел тебя оскорблять, это продюсер заставляет говорить. Да это бред. Честно, я хороший парень. Спасибо, что смотрели нас. Меня зовут Хосе, это моя подруга-феминистка Дебора Мэннинг. Хорошего дня. А дело такое. Ну, не то чтобы ненавидела. Ну, уже прогресс. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.